Приветствую на канале MAF. В этом видео я расскажу о приложении Let Me Speak, которое дает возможность учить английский и в награду за это получать криптовалюту. Вы узнаете, насколько хорошо здесь можно изучить язык и сколько на это можно заработать. Поехали! Let Me Speak – это блокчейн-приложение для изучения английского языка. В отличие от других программ, здесь за прохождение заданий вы получаете не виртуальные очки, а криптовалюту. Таким образом, это и образование, и доход. Такую концепцию принято назвать Learn to Earn – учить, чтобы зарабатывать. Создатели Let Me Speak в своем блоге в Medium рассказали, что главной проблемой онлайн-образования считают отсутствие мотивации. И чтобы помочь человеку не забросить обучение, они внедрили в приложение ежедневный стимул в виде заработка криптовалюты. Их тестирование показало, что спустя 30 дней изучать английский в Let Me Speak продолжило более 60% пользователей. Это в 5 раз больше, чем тех опрошенных, кто проходили предыдущий курс от этой команды с обычной моделью оплаты. Простыми словами, ученику платят за изучение английского языка, и поэтому он его не бросает. Заработок – это эффективная мотивация заниматься регулярнее. А для Let Me Speak это возможность увеличить вовлеченность в свои образовательные продукты. Публичный релиз Let Me Speak состоялся в начале 2022 года. Приложение доступно в веб-версии и для iOS смартфонов, а в июле появится и для Android устройств. За первые 4 месяца в App Store его скачали более 1 миллиона раз. Давайте по порядку рассмотрим, в чем причина такой популярности. Чтобы разобраться с обучением, покажем сначала функции приложения. Будем использовать веб-версию. Она выглядит так же, как и для мобильных устройств. Весь учебный процесс заключается в 3 разделах. История, слова и грамматика. Раздел «История» пока доступен только для айфонов, а в веб-версии его нет. Здесь виртуальный персонаж оказывается в Нью-Йорке и должен пройти реальные жизненные ситуации. Например, познакомиться с девушкой из очереди в аэропорту. Это учебный контент, который использует технологию распознавания речи и ориентирован на разговорную практику. Слова. Этот раздел посвящен изучению новой лексики. Более 4000 самых распространенных английских слов разбиты по разным тематикам. Выбирайте интересующую и начинайте запоминать написание и произношение новых слов. Тренировка заключается в том, что иногда нужно перевести из одного языка на другой, иногда собрать слово по буквам, а иногда узнать по иллюстрации или по звуку. Грамматика. Здесь учащиеся осваивают английскую грамматику с помощью интерактивных игр. Сначала коротко описываются правила, а затем нужно успеть правильно строить предложения, чтобы вовремя доставить пиццу. Насколько эффективны подобные упражнения и помогут ли они выучить язык, мы узнали у специалиста. Тьютор разговорного английского Даниэла Туаева рассказал нам о недостатках этого приложения. Во-первых, по итогу мини-теста приложение не адаптируется под нужды конкретных пользователей. Например, у вас уровень Advanced, а по итогу вы все равно получаете грамматику с нуля и смешанный словарь с лексикой разной сложности. Во-вторых, грамматика и лексика не соответствуют указанным категориям. Например, грамматика уровня Elementary оказывается в категории Intermediate. То есть овладеть английским языком только с помощью Let Me Speak вряд ли возможно. Получится лишь выучить базовые фразы и применять их в жизни. Подобные приложения подходят людям, уже изучавшим элементарный английский в школе, знакомым с базовыми навыками чтения, обладающими базовым словарем. Let Me Speak может помочь им развить словарь и затренировать его в интересной интерактивной форме, освежить какую-то базовую грамматику и понять новую, не вникая в лингвистические тонкости. Такой комментарий нам дала тьютор разговорного английского Даниэла Туаева. По итогу какую-то пользу из Let Me Speak извлечь можно, но рассчитывать на серьезный прогресс в изучении языка не стоит. Решающую роль играет то, что обучение проходит бесплатно и даже дает возможность заработать. Давайте наконец поговорим об этом подробнее. В Let Me Speak есть возможность заменить обычного персонажа на NFT. Это позволит зарабатывать токены L-Star вместо виртуальных очков. Такая механика должна быть стимулом для пользователей уделять больше времени своему обучению. NFT-персонажи продаются в маркетплейсе Let Me Speak. Стоят они примерно от $80 до $16 тысяч, в зависимости от редкости и уровня. А точная сумма вознаграждения за обучение токенами L-Star зависит от 3 параметров. Во-первых, время, которое пользователь уделяет обучению. Чем больше вы занимаетесь, тем больше зарабатываете. Во-вторых, характеристики NFT персонажа. Чем он уникальнее, чем выше его уровень, тем лучше.
И наконец, заработок сильно зависит от общего количества активированных NFT персонажей. Чем больше будет пользователей в Let Me Speak, тем меньше будет становиться доход. В среднем при цене токена L-Star в 3 цента разработчики Let Me Speak обещают заработок от 1 до 26 долларов в день. То есть система заработка в Let Me Speak устроена таким образом, чтобы одновременно и повышать мотивацию пользователей и при этом делать экономику приложения более устойчивой. Поэтому существуют такие механики, как энергия, виза, инвайты и другие. Рассмотрим 3 самые важные. Энергия. У каждого NFT персонажа есть 100 очков, которые тратятся на обучение. За 24 часа эта энергия полностью восстанавливается. Виза – это количество дней, в течение которых NFT персонаж может учиться и зарабатывать. Когда срок действия визы истечет, нужно будет либо продлить ее, либо купить нового персонажа. Invite – это процесс создания новых NFT персонажей из существующих. Функция дает возможность получать из 2 старых NFT один новый и с лучшими характеристиками. Мы попросили дать отзыв приложению Let Me Speak в телеграм-чате Mav Big Team. Кстати, ссылка на него есть в описании видео. Вступайте, мы там обсуждаем много интересных тем. Так вот, большинство участников нашего сообщества сравнили приложение с другими to-earn проектами, такими как Axie Infinity и StepIn. Также многие обратили внимание на сходство с финансовыми пирамидами. Вот, например, один из отзывов. Как профессиональный хейтер крипты, скажу, что любой проект, где без свойств блокчейна можно обойтись, но они там есть, является надувательством. А о том, почему Let Me Speak не является пирамидой и кто платит за обучение пользователям, разработчики сами объяснили в своем блоге Medium. NFT-персонажи работают как абонементы в спортзал, поэтому те, кто покупает их и не занимаются, платят за более трудолюбивых людей. В любом случае, если вы захотите войти в проект, то стоит подробнее ознакомиться с экономикой Let Me Speak, которая описана в White Paper. В нем вы узнаете, как распределяются токены, за что они начисляются, по каким правилам и так далее. Ссылка на этот документ есть в описании. Какой итог? В приложении Let Me Speak можно выучить новые английские слова и потренироваться применять их в жизни, но владеть английским на более высоком уровне не удастся. Обучение полностью бесплатное, но те, кто быстро теряет мотивацию, могут купить NFT персонажа. Он будет приносить доход до 26 долларов в день и тем самым стимулировать уделять больше времени своему образованию. Если хотите увидеть пошаговую инструкцию про то, как купить NFT персонажа и начать с помощью него зарабатывать, пишите об этом в комментариях. А еще ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы поддержать нас. До скорого!